Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире новости игрового мира. Наконец-то! Дождались! Анонс Kingdom Come Deliverance 2. Причем не какой-нибудь малюсенький тизерок, а целая 14-минутная презентация с трейлером, комментариями разработчиков, лицами актеров Индржиха и Птачика, и даже Дэниэль Вавра собственной персоной заявился. Ролик смотрите по ссылке в описании. А сейчас расскажу вам о том, чем поделился представитель студии Warhorse с порталом IGN. Сюжет второй Kingdom Come более мрачный, глубокий и кинематографичный, чем был в первой части, хотя при этом чувство юмора и стремление к реализму сохраняется. Несмотря на то, что события второй игры стартуют сразу после финала первой, знакомство с оригиналом не потребуется. Игровой мир стал вдвое масштабнее предыдущей части. Разработчики обещают больше квестов, больше кат-сцен, случайных событий и всего прочего. В Deliverance 2 появится мини-игра с кузнечным ремеслом. У всех NPC будет дом, работа и распорядок дня. Никто из них не станет появляться просто из воздуха. Боевую систему Kingdom Come Deliverance 2 постарались сделать доступной, но так, чтобы она выглядела и ощущалась убедительно. Переносить игру на другой движок не стали. В основе Kingdom Come останется CryEngine, пусть и в значительно модифицированной итерации. Вторую часть разрабатывают почти все те же люди, что трудились и над оригиналом. И вы не поверите, но релиз Kingdom Come Deliverance 2 намечен уже на 2024, платформы ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Еще один слух о еще одной, вероятно, скоро анонсируемой игре. Инсайдер под ником OrangeG шепнул интернету, что в мае состоится анонс, а быть может даже и релиз ремейка Medieval 2. Разрабатывает его компания Other Ocean Interactive, то есть те же девелоперы, что подарили нам и ремейк первой части. Если верить слухам, игра будет доступна как на пятой PlayStation, так и на четвертой. Разница будет в доступных графических улучшениях. Но это все слухи. Как там будет на самом деле, узнаем или не узнаем в следующем месяце. Разработчики из Supergiant Games провели 3-часовой стрим Hades 2, на котором показали игровой процесс, рассказали о новых механиках и фичах, а также представили обновленный дизайн некоторых персонажей. Пробежимся по ключевым тезисам. Сестра героя первой части Мелиноя, наша будущая протагонистка, является ведьмой и ассасином. Ее цель – сразить Титана времени Кроноса, который выбрался из заточения и пленил Аида. Олимпийские боги помогут нимфе в ее миссии. Помимо обычных атак, Мелиное известны и мощные заряженные магией удары. Ману можно будет восстанавливать разными способами. Мелиное умеет изготавливать разного рода чары, для чего потребуется собирать разбросанные по локациям ингредиенты. Как и за Грей, после каждой гибели героиня возвращается в хаб-локацию. Во второй части это Перекресток, хозяйкой которого является Геката, богиня колдовства и внучка титанов. Там же встречаются и различные второстепенные персонажи. Улучшать навыки Мелиное будет на алтаре пепла, путем вложения души и пепла в открытие новых карт. Со временем нимфа сможет разблокировать все доступные виды оружия через серебряный омут. Подробнее с деталями игрового процесса и с записью трансляции можете ознакомиться по ссылке в описании. Стартовала бета выживача про боевых уток Dark Side. Суть геймплея в следующем. Вы появляетесь без всего в случайной точке карты, начинаете собирать ресурсы, потихоньку отстраивать базу, а также искать и крафтить снарягу. Но в отличие от прочих подобных игр, здесь ваш селезень может летать без специального транспорта и даже стрелять на лету. Самый ценный лут охраняется ботами в виде вооруженных Homo sapiens, но иногда ресурсы сбрасывают и ящиками с неба, а вооружиться утки могут чем угодно, хоть луком, хоть пулеметом. Чертежи нового оружия можно покупать у торговца или можно также пожертвовать на верстаке одной из моделей, чтобы в будущем создать аналог вручную. Дату релиза разработчики пока не называют. Dark Side доступна только в Steam.
Расслабляющий градостроительный симулятор Fable Dome, пока валялся в раннем доступе, успел набрать в Steam 89% положительных отзывов. Настало время покинуть зону комфорта и перерасти в версию 1.0. В игру введут новых правителей, фантастические бедствия, нашествия троллей и прочие штуки. Полноценный релиз игры назначили на 13 мая. Одновременно с этим Fable Dome станет доступна и в Epic Games Store. Авторы также планируют выпустить проект на PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch, но, правда, дату пока называть не хотят. Если концовки за злых героев Baldur's Gate 3 показались вам недостаточно мрачными, скоро это изменится. 7-й патч для игры расширит доступные финалы новыми катсценами, а также свежими музыкальными композициями. Помимо этого, с патчем накатят различные исправления и добавят первые инструменты для модификаций, которые позволят менять внешний вид, анимации, звуки, характеристики и другое. И, наконец, повысится производительность и стабильность игры. Апдейт сперва прогонят через закрытое бета-тестирование на ПК, куда пригласят игроков со всего света. Правда, в каком виде это все будет проходить, не говорится. Дата выхода 7-го патча также не уточняется. Производственный директор No Rest for the Wicked в ответ на вопрос пользователя сообщил, что на прохождение игры в раннем доступе у игроков уйдет в среднем от 15 до 25 часов, учитывая все доступные на момент запуска зоны и подземелья горнила. А если брать во внимание простор для реиграбельности, 25 часов это вовсе не предел. Если вы продолжите ковыряться в эндгейме, выполнять испытания и контракты за вознаграждение, а также пользоваться метасистемами города, прохождение будет длиться гораздо дольше. Игра, к слову, уже доступна в Steam. Paradox Interactive решила задержать дополнение Sphere of Influence для Victoria 3, чтобы успеть довести его до ума и не повторить ошибок DLC Leviathan для Europa Universalis 4. Теперь расширение увидит свет не 6 мая, а 24 июня. В нем появится ручная настройка блока держав, иностранные инвестиции, национализация и прочее. А обновление, которое должно было выйти одновременно с DLC, но также было перенесено из-за технического состояния, пересмотрит механику владения зданиями, внедрит субъектам жажду свободы и так далее. Тем временем терпящее бедствие Cities Skylines 2 наконец заставило создателей, а с ними и Paradox, пересмотреть свое отношение к поддержке игры. Во-первых, с треском провалившееся DLC Beach Properties станет бесплатным в ближайшие 2 недели, а тем, кто уже заплатил за него, вернут деньги. Во-вторых, обладателям ультимативного издания бесплатно накинут еще несколько паков стоимостью под $40. В-третьих, команда полностью сосредоточится на улучшениях основной игры и инструментов для модификаций. Ради этого сдвинули релиз платного расширения Bridges and Ports до начала 2025 года. Наконец, релиз консольной версии снова переносят. На этот раз целят в октябрь, но это не точно. И с новостями закончили. На этой неделе без косарей. Жду от вас кучу годноты в блогах к следующей пятнице. А пока приятного аппетита, хорошего настроения и отличных вам выходных.